А куда тебе столько тату? Ты не будешь потом жалеть? Да хрень это вся ваша тяжелая музыка, да и ты дурак. Лично у меня он вызывал дискомфорт, смятение и даже страх. Конечно же, мне удалось попасть на их концерт. Я был на дне и не боюсь об этом говорить. Ну чё, народ? Всех приветствую. 3 года назад я уже делал подобное видео, но оно вышло настолько всратым, что мне до сих пор стыдно за него. Потому с выходом этого ролика я тянул как мог, пытаясь сделать его максимально полезным и информативным. Потому что, как видите, у меня небольшое пополнение. Сегодня я расскажу, что же значат мои татуировки и какой смысл они имеют лично для меня. Самым внимательным хочу сказать, что да, это логотипы рок-групп. Ну и про рукав тоже чуток поговорим, ведь он также имеет отношение к музыке. Обычно я стараюсь делать свои видео не больше 10 минут, но в этот раз я не буду себя ограничивать. Поэтому присаживайтесь поудобнее и погнали! Начну, пожалуй, с розы и ножниц. Поскольку это первые две тату, на которые я долго не мог решиться, то хотелось бы углубиться в их значение. Это обложки альбомов The Death Card и The Lovers the Devil от группы Sworn In. Обращаю ваше внимание на то, что оба этих альбома концептуальные, то есть они рассказывают одну большую историю, поделенную на треки. Первый альбом называется The Death Card в честь 13-й карты Таро, карты смерти. На этой карте смерть изображена в виде скелета на коне. В левой руке смерть держит знамя с цветком, так называемый мистической розой жизни. Ведь скелет на этом коне является не столько символом смерти, сколько преобразования и фактически концом того, чем вы были раньше. Смерть в данном случае это этап, когда вы отрезаете себя от болезненного прошлого, будь то отношения, переезд или уход с нелюбимой работы навстречу светлому будущему. Кстати говоря, в конце первой серии сериала «Мистер Робот» можно увидеть парня в толстовке с этим цветком. Красава, чё. Сам же альбом повествует о эмоционально нестабильном человеке, который выпадает из социума, люди кажутся не настоящими, а мир фальшивым. Жизнь потеряла для него смысл, ничего не радует и не приносит удовольствия, везде один негатив. Все вокруг кажется мрачным и бесполезным. Даже в религии нет утешения. В общем, имеем депрессивного и пассивно-агрессивного лирического героя а-ля Холден Колфилд, который также разочаровался в фальшивом мире взрослых и подвергал сомнению ценности современного общества, по образу которого и был придуман Тайлер Дерден. Мы работаем в дерьме, чтобы купить дерьмо нам ненужное. Вокалиста Sworn In, кстати, тоже зовут Тайлер, но фамилия у него Деннен. Совпадение, не думаю. Но даже при таком раскладе этим двоим все же удалось достигнуть какого-никакого внутреннего спокойствия, чего не скажешь про лирического героя. Каждый день он настолько сильно варился в котелке из собственных страданий, переживаний, рефлексии, самобичевания, ненависти и недоверия к миру, что попросту сошел с ума и совершил самоубийство. После этого герой попадает в ад, но даже и там не находит себе спокойствия. Довольно интересно, что альбом в полной мере описывает темную сторону героя, но не объясняет, откуда эти чувства взялись. Потому для полноты картины надо обратиться ко второму альбому. Второй альбом The Lovers the Devil также вдохновлен картами Таро и переводится как «влюбленные / дьявол» и рассказывает нам про разрушающиеся отношения. История развивается вокруг любви между навязчивым, романтичным, эмоционально нестабильным парнем и холодной, отдаленной, равнодушной девушкой. Ко второй части альбома герои меняются местами. Парень становится безразличным, понимая, что на его чувства плевать хотели. А девушка, осознав, что она потеряла такой ценный объект для манипуляций и удовлетворения своего извращенного эго, пытается все исправить, но как бы уже и поздно.
Вся история ведется от лица парня, и первая часть альбома, состоящая из 7 композиций, как бы символизирует его наивность и слепую любовь. Остальные же 6 песен являются этаким прозрением этого парня и составляют вторую часть, которая характеризует его черствое сердце и дьявольское начало. На обложке изображены ножницы, на лезвиях их портреты, которые обозначают то, что в каждом из нас есть часть, способная на чистую и безвозмездную любовь, так и часть, способная на жестокость и разрушение. А сами ножницы символизируют то, как они вырезают друг друга из собственных жизней. В некоторых треках присутствуют отсылки на предыдущий альбом, и если как следует подшить все белыми нитками, то этот альбом получается своего рода приквелом к карте смерти, что в принципе и объясняет состояние героя. При первом прослушивании вам может показаться местами, что материал немного наивный или даже скучный, а музыка недостаточно тяжелая. Ну а что вы хотели, когда вышел первый альбом, вокалисту было 19 лет, а когда вышел второй, ему было 21. Но несмотря на это, они попали прям в самую точку, ведь в наше время токсичные отношения, увы, не редкость. Чего только стоит нашумевшая в 2015 году история Татьяны Страховой и Артема Исхакова. It's if you've been through an experience like this where you had a shitty relationship, where you were destroying yourself every day, you connect with that. Честно говоря, я тоже был в токсичных отношениях, и знаете, это довольно дерьмово. Благодаря тому, что я своевременно наткнулся на этих ребят, мой мозг встал на место, и мне удалось оттуда вырваться. Сейчас-то я понимаю, что мне удалось еще легко отделаться и избежать печальных последствий. Так что в каком-то смысле эти два альбома спасли мне жизнь и дали очень ценный опыт. Linkin Park, думаю, знают, если не все, то очень многие, причем даже не слушающие рок вообще. А Честера Беннингтона можно без преувеличения назвать голосом поколения. Я, как и большинство рос на их песнях, будучи при этом тупым школяром, не знающим английского. На фоне этого большинство песен казались мне очень веселыми, в особенности Breaking the Habit. Но с возрастом осознание смысла этой и других песен накрыло меня словно лавина. Это песня о борьбе с наркотической зависимостью, если что. Когда Честеру было 7 лет, он пережил сексуальное насилие со стороны взрослого мужчины. Его родители рано развелись, а в школе травили за хрупкое телосложение и били. Не выдержав стресс такого уровня, в какой-то момент он начал употреблять наркотики и пить. И вот именно музыка стала терапевтическим выходом для Честера. Многие из песен, которые он написал, были автобиографическими. Песни, рассказывающие о депрессии, боли, отчаянии, страхе, паранойи и отвращении к себе. Этот человек настолько честно пел о своих внутренних демонах, что это помогало другим осознать своих и избавиться от них. Но личных демонов Честер так и не смог побороть, и 20 июля 2017 года он покончил жизнь самоубийством. Долго пояснять за их творчество не буду, ведь на это уйдет немало времени. Просто скажу, что в клипе Sworn In под названием Don't Look At Me я увидел на одном из участников татуировку логотипа Linkin Park. И вдруг я понял, что хочу себе такую же. Темы их песен, после того как я стал их понимать, естественно, я чувствовал будто на духовном уровне. И эта группа оказала на меня очень большое влияние. Да и не только это. Потому логотип Linkin Park я набил третьим, и с этого, собственно, и начинается история моего забива. Hollywood Undead просто коктейль из всего, что только можно, но в очень хорошем смысле. Мотивы их песен затрагивают проблемы с алкоголем, наркотиками. Также имеются песни про потерю близких, суицид. Но при этом музыка довольно позитивная, а текст мотивирующий, как бы намекая на то, что несмотря на дерьмо в жизни, если быть достойным человеком, то перенести можно все. Большинство их песен очень серьезные и пессимистичные, но есть довольно веселые. Например, сейчас группа весело поет про то, как они хорошо оторвались в клубе, а следующее про то, что конец света близко и нам нужно всем покаяться. Такой контраст показывает, насколько важен баланс в жизни, и что не всегда все идет так, как было задумано.
Существует достаточное количество поп-панк групп, но скажу честно, лучше Sum 41 я не слышал никого. Лично моя любовь к ним обусловлена тем, что Дерек Уибли, вокалист этой группы, вложил в некоторые песни частичку себя, сделав их автобиографическими. Сразу чувствуется, что настоящий человек рассказывает о чем-то важном, живом и насущном. Мне реально нравятся песни, за которыми стоит какая-то история, как, например, или тем более история Дерека не так проста, как кажется изначально. Будучи примером классической безотцовщины, он в своем творчестве выражает свои чувства к бросившему его отцу. Чтобы получить ответы, закрыть гештальт и получить недостающую часть себя. Я пытаюсь понять, каким хочу стать человеком. А это тяжело, ведь у меня не было мужского примера. Как ты мог меня бросить? Но позже он понимает, что это все бесполезно, и он пытается найти способ стать достойным мужчиной уже без отца. Ничего не напоминает? В бойцовском клубе поднималась точно такая же тема. Отец тебя бросил. Он не нужен нам. Не нужен, верно? Правда, там главный герой зашел так далеко, что получил раздвоение личности. Мы один человек. Правильно. Фанаты же Самов получили большое количество материала, который можно брать и обмазываться, если детство у вас было так себе. Проблемные или неполные семьи – это, к сожалению, бич современного общества. И порой даже во взрослом возрасте бывает очень тяжело избавиться от чувства собственной неполноценности. В поисках себя путь вокалиста идет через политику и даже религию. Пока Дерек, подобно Честеру, не находит успокоения в бутылке горючего, а потом и вовсе переживает клиническую смерть, в которой привели годы ежедневного злоупотребления алкоголем. После чего выходит новый альбом, который он посвятил своей реабилитации и всему тому, что было на душе. Непростая история обычного человека, которая вылилась в настолько крутое творчество, что в любом случае вы можете почерпнуть что-то для себя. Скажу честно, дэткор мне порой очень скучно слушать, но очень быстро он надоедает из-за своего однообразия. Но эта группа смогла меня удивить. Назвались они в честь лондонского района Уайтчепел, где когда-то орудовал маньяк и серийный убийца Джек Потрошитель. Вылечить меня? Я и есть лекарство. Зная только этот факт, вы уже можете представить, какие именно темы они освещают. Например, их первые альбомы посвящены напрямую убийствам, природе человеческой жестокости, агрессии, ненависти к миру и полнейшей социопатии. Большинство людей может сказать, что ну вот, ты же слушаешь такую музыку, значит ты и сам маньяк или сатанист. Нет, в том-то и дело. И для этого я приведу всего один пример. Все читали «Преступление и наказание»? Казалось бы, тоже стрёмная история, где описывается убийство бабушки топором, душевное терзание и раскаяние убийцы, а также упоминаются проституция и жуткие каторги. Но почему-то у большинства людей после прочтения не возникало чувства отвращения. А тут каждая песня — это тоже отдельная история, где музыканты брутально, сквозь призму жестокости, рассказывают такие вещи, после которых хочется хорошенько задуматься. Например, в песне Let Me Burn изображается история мужчины, у которого было все, о чем он мечтал. Но даже и это не спасло его от сумасшествия. В итоге он убил свою жену, облил себя бензином и умолял свою дочь поджечь его. Весь смысл этой истории в том, что даже если у человека есть все, что он хочет, то от шизы его это не спасет. Группа не говорит, что вот это хорошо или вот это плохо, а просто рассказывает историю, и каждый уже делает свои выводы. Такая честность помогает уловить и почувствовать именно те эмоции, которые закладывали музыканты в свои песни. Недостаточно? Ну тогда я упомяну еще последний альбом под названием «Долина», который основан на реальных и довольно печальных событиях из детства вокалиста. Отчим его ненавидел и жестоко избивал, а мать умерла от передоза наркотиков, что из слегонца пошатнуло его психику. Именно поэтому он в одном треке радуется смерти отчима, а в другом пытается вырваться из постоянной агрессии и ненависти к миру из-за него. А в конце концов он сдается, теряет абсолютно все желание продолжать жизнь, и заканчивается это все описанием его смерти в холодном одиноком лесу.
Чему это все учит? А тому, что если в вашей жизни было какое-то дерьмо, то не стоит об этом молчать, иначе оно будет отравлять вашу жизнь до самой смерти. Rise Against — это прям целый отрезок моего жизненного пути. Сильно размусоливать не хочу, но, например, в 2014 году я переживал расставание под песню Roadside. И благодаря этой песне вынес очень ценный опыт. Это только один из примеров, и на самом деле их куда больше. И группе я на самом деле за очень многое благодарен. Плохое настроение? Врубай Rise Against и разноси хату. Хорошее настроение? Врубай Rise Against и будет еще лучше. У группы политическая направленность и темы там соответствующие. Классовое неравенство, поддержка беженцев, протесты против войны. Но у них получилось подать эти темы довольно свежо, сквозь призму своих, обычных, человеческих переживаний. Что реально меня зацепило и до сих пор не отпускает. Есть и лирические треки, которые опять же пробивают на довольно сильные эмоции. Это, наверное, и характеризует мою любовь к этой группе. Поначалу эскимосские мальчики по вызову меня привлекли своим сочетанием скрима и электроники, ведь поначалу текст у них был просто ни о чем. Но благодаря последним альбомам я полюбил их еще больше, ведь группа подросла в звучании, темы у них стали более резонирующими. И оттуда можно извлечь что-нибудь полезное для себя. Вообще я хотел бы рассказать не про их творчество, а про его влияние на мою жизнь. Вот посмотрите на этот смайлик. Какие чувства он у вас вызывает? Лично у меня он вызывал дискомфорт, смятение и даже страх. Я никогда его не использовал и всячески старался избегать. Даже просил друзей не присылать мне его. Звучит странно, понимаю. Мне и самому было непонятно, почему так происходит. Это было до тех пор, пока я не решил пути послушать все альбомы Эскимо подряд. И так проникся, ведь творчество у них довольно позитивное. Что словил мощнейший инсайт. У меня поплыли в голове различные картинки из прошлого, которые сложились в идеальный пазл. Как оказалось, у меня в голове был очень сильный страх перед позитивными эмоциями, и я его поддерживал, ставя себе ограничения на подобные смайлы. Даже оказывается, есть такая фобия, которая почему-то называется херофобией. После осознания этого момента весь страх со временем я преодолел, и с тех пор стараюсь как можно чаще употреблять этот смайл, где это только возможно. После такой истории, как же не сходить к ним на концерт? И честно говоря, это был полнейший разрыв. Жаль, что из-за очень больших очередей мне не удалось попасть в группе на автограф-сессию. Так бы обязательно сказал им спасибо. Я решил объединить эти две группы по той простой причине, что они очень плотно связаны с моим детством. Анализировать их творчество и искать какой-то сакральный смысл я не буду, каждый находит в этом что-то свое. Лично я, когда слышу любую их песню, то сразу мысленно возвращаюсь в те немногочисленные беззаботные деньки, когда я был просто школьником, крутил сальтухи с друзьями, жевал песок и слушал систему с динамика обычного кнопочного телефона. Времена были настолько крутыми, что я решил увековечить их вместе с логотипами саундтрека того времени. Вообще, это символ из обложки альбома Chaos, ведь логотипа у группы как такового нет, но их творчество мне нравится целиком. Однако после первого прослушивания может показаться, что это полнейшее дерьмо. Лично мне так казалось. Но я все-таки смог вникнуть в их творчество, и оказывается, что в большинстве песен смысл заложен довольно сильный и очевидный. Про верность себе и своим убеждениям. А тот же альбом Chaos в свое время подарил мне очень много мотивации. Есть, конечно, и рофильные песни, где они дисят других исполнителей и медийных личностей. Поют про пиццу с ананасами, глупость понтов и любовь к хейтерам. Такой контраст в творчестве и является причиной моей любви к ним.
Breaking Benjamin я услышал впервые лет в 11, когда по пути в школу друг на своем Сименсе «Саня, привет!» включил нарезку из CS 1.6 под песню I Will Not Bow. В тот момент мне песня показалась довольно скучной, и я не заценил. В 13 я уже самостоятельно и совершенно случайно наткнулся на песню The Diary of Jane. И, как говорится, осознал, что был неправ. Группа действительно мной любимая и занимает далеко не последнее место в моей жизни. Но почему она мне так сильно понравилась, я бы, наверное, и не смог пояснить. С вопросом, неужели я один такой? Я вышел в интернет. И оказалось, нет, не один. Я нашел темы ВКонтакте, откуда выбрал мнение людей, с которыми я полностью согласен. Действительно, их музыка настолько искренняя и эмоциональная, что реально пробирает прям до глубины души и дает тупо мотивацию жить дальше. Вокалист имеет большое количество различных страхов и фобий. Он боится водить машину, летать на самолете, боится болезней, инфекций, да и смерти в общем тоже. Этому был посвящен альбом 2006 года, который был так и назван – «Фобия». В этом и ценность Breaking Benjamin, что за их музыкой опять же стоит какая-то личная история и знакомые тебе эмоции. Мне так хотелось бы сказать про них что-то больше, но их творчество настолько сокровенное и личное, что его нужно именно прочувствовать. Тогда все вопросы отпадут сами собой. Безусловно, мне нравится абсолютно все творчество группы Motionless in White, но в последнем альбоме они попали прям в точку всегда актуальных тем. На обложке изображена некая сущность, которая снимает человеческую маску себя, подразумевая внутренние пороки вокалиста, а текст обнажает его самые глубокие агрессивные и депрессивные чувства. Он рассказывает, что да, я дерьмо, ну уж извините, куда деваться. Но смысл в том, что как раз на таком примере слушатель может понять, что неважно какой ты хреновый внутри, главное, что ты не один такой. Что напрямую способствует продвижению темы индивидуальности и принятию себя. Подобная тема проскакивает в клипе Brand New Numb, где нам показывают подростка-неформала, который пытается достучаться до родителей, но находит только непонимание и непринятие. Сам клип и песня очевидно являются неким агрессивным переосмыслением клипа Numb от Linkin Park, где нам показывали гиперопекающую мать без личной жизни, которая пытается реализовать свои амбиции через страдающую от этого дочь. К чему я это все? Дело в том, что в своем предыдущем ролике я задвинул такую мысль, что иногда музыка может научить чему-то большему, чем смогли научить родители в свое время. Этот момент триггернул какую-то девушку 84 года рождения, и она написала примерно такой комментарий. Да хрень это вся ваша тяжелая музыка, да и ты дурак. Моя дочь подсела на подобное и сейчас со мной не разговаривает. Тогда я оставил комментарий без ответа, а позже и вовсе удалил видео. Но сейчас я задумался, а почему у нее хватило времени писать гадости в интернете, вместо того, чтобы подойти и откровенно поговорить с дочерью о причинах такого ее увлечения. Именно своим непониманием и непринятием родитель оттолкнул своего ребенка от себя. Может, это просто период в такой жизни или переходный возраст, может просто, чтобы позлить совковое мышление родителя, который считает, что рок — это музыка сатаны. Я слышу хард-рок и все производные рока, мне хочется плакать. Зачем вы славите дьявола? Это его музыка. Это она звучит в аду. Большинство рок-музыкантов — это самые обычные люди, которые смогли перебороть свои страхи, травмы, познать настоящий вкус жизни и посредством музыки передать свой опыт слушателям. И каждый слушатель находит в этом что-то свое. Кто-то слушает исключительно дэткор, просто потому что не может иначе выразить свою агрессию. Кто-то слушает шансон, потому что ему не хватает той самой большой и светлой любви. А Моргенштерна дети слушают, потому что хотят казаться такими же крутыми, как и он. Потому если у вас вдруг есть дети, то, пожалуйста, не осуждайте чужие вкусы и не пишите ерунду в комментариях. А лучше спросите у своего ребенка, как он себя чувствует. С творчеством этой группы я знаком меньше всего, да и то познакомился совершенно случайно, когда году в 2016 мне в рекомендации на ютубе попал их клип The Sickness. Там еще была такая забавная превьюшка, где на лице у чувака была какая-то чешуя. В тот момент я смотрел еще Волчонка, и у меня сразу пошли ассоциации с Канимой, потому подумал, вау, должно быть это что-то интересное. И не ошибся.
После этого я серьезно увлекся их творчеством и постоянно включал их треки на повтор. Один раз я запостил строчку из песни в Twitter и даже получил от них лайк, после чего подписался на их аккаунт, из которого узнал, что они приедут в Украину. Конечно же, мне удалось попасть на их концерт, отрывки которого есть в моей инсте. После концерта я сфоткался с вокалистом и, воспользовавшись моментом, сказал ему что-то типа «Эй, посмотри сюда». На что он мне ответил: «Чувак, я не могу поверить, что ты реально это сделал». После чего он позвал соло-гитариста, который с абсолютным покерфейсом сказал «Вау, круто». И продолжил попевать украинский пивасик. Так и группа о чем? Последний альбом довольно хорош, ведь концептуально он напоминает последний альбом от Motionless in White и поднимает те же темы, но под другим углом. Он вышел в тот момент, когда я работал на прибыльной, но довольно стрессовой работе. Я быстро выгорел, стал тревожным, и несмотря на большую усталость, по ночам я попросту не мог уснуть. Казалось, что мне тупо отключили мозг. Этот альбом помог мне окончательно не расклеиться, за что я группе, собственно, и благодарен. С рукавом дела обстоят попроще. Дело в том, что я всегда хотел рукав именно на левой руке, но поскольку там уже был цветок, то решено было как-то его дополнить и вплести в композицию. Поскольку мотивы озвученных мной групп более или менее задевают темы саморазвития и самопознания, а моя литература состоит из подобных книжек, то для обозначения всех этих духовных вещей лучше символа, чем мандала, и не придумать. Ведь мандала символизирует миропорядок, то есть, по сути, это не что иное, как модель вселенной. На тибете верят, что узор мандалы излучает тончайшие вибрации, которые способствуют просветлению ума, постижению высшего смысла, а Карл Юнг впервые стал использовать этот символ в психотерапии и психологии как символ самопознания. Но мандалы у меня две, и вторая по совместительству является логотипом группы Architects. Темы их творчества довольно обширны и затрагивают нигилизм, страх смерти, бренность нашего существования. Религию и веру тоже не обошли. И досталось им с той стороны, что если Бог настолько всемогущ, то тогда почему он допускает войны и катаклизмы? А последний альбом посвящен их гитаристу, умершему от рака. И такой эмоциональной работы я, признаюсь, никогда и не слышал. Боль от утраты. Исследование природы смерти. Библейские мотивы. Это довольно серьезный материал, который открыл мне глаза на некоторые вещи, потому да. А вот эта окантовка является своеобразной отсылкой к чешуе в клипе The Sickness. Знаете, у американцев есть такое выражение I can relate, что дословно переводится как «я понимаю», «мне это знакомо», «на своем опыте знаю». Или, выражаясь более понятным языком, просто можно сказать «жиза». И это выражение полностью описывает чувства, которые я испытываю к творчеству всех этих групп. Большинство мотивов песен и альбомов для меня являются очень жизненными. У меня были очень серьезные проблемы с принятием себя и довольно низкая самооценка, что в свою очередь вылилось в проблемы с алкоголем и прочими веществами. Я постоянно занимался саморазрушением, задумывался о суициде, страдал от неуверенности в себе. Подобное притягивает подобное, потому я еще успел пройти сквозь абьюзивные, нарциссические и токсичные отношения, после которых я буквально по частям собирал себя обратно. А когда я пытался пробиться на YouTube, то недоумевал, почему же народ ставит мне дизлайки. Только спустя время я понял, что во мне не было ни капли индивидуальности, не было меня. Потому что я тупо копировал всех подряд. Многие приходят на YouTube никем, а становятся кем-то, обретая себя и свое призвание. Я же вернулся сюда с полным пониманием того, что я делаю и зачем. Мне помогла музыка. Именно музыка помогла мне осознать все проблемы, которые были во мне, чтобы начать потихоньку от них избавляться. В этом и есть суть музыки, когда ты чувствуешь историю, которая там описана, соотносишь с собой, делаешь выводы, принимаешь решения и начинаешь жить. Эдакая психотерапия для бедных. Ах да. Так зачем же мне все-таки все эти тату?
Это своего рода напоминание о пройденном пути и совершенных ошибках, для того, чтобы в будущем их избежать. То, что я спокойно об этом говорю, уже значит мою победу над прошлым, ибо оно меня не задевает и не имеет власти надо мной. Я был на дне и не боюсь об этом говорить, и только хочу поблагодарить музыку за то, что всегда была со мной. Если человек продолжает любить что-то так же сильно, как в детстве, значит, это что-то от него уже неотделимо. Это часть его сущности. Очень многие меня спрашивали, а куда тебе столько тату? Ты не будешь потом жалеть? Ой, поверьте, я совершал в своей жизни такие глупости, что даже если я буду старым, а моя кожа дряблой, то это будет последнее, о чем бы мне хотелось жалеть. А сейчас же я наконец-то понял, что жизнь у меня все-таки одна. И я хотел бы попытаться прожить ее в кайф. Чего, собственно говоря, и вам желаю.